7 июня исполнится 70 лет известной писательнице Дарьи Донцовой. В наши дни она известна как один из самых плодовитых авторов, ведь она написала более 180 детективов. Ее собственная жизнь напоминает захватывающий сюжет бестселлера с совершенно неожиданными перипетиями. Она занялась литературным творчеством только после 45 лет и за это время успела стать одним из наиболее издаваемых и высокооплачиваемых писателей в России. Свой первый детектив она написала в реанимации после нескольких операций. По прогнозам врачей, ей оставалось всего несколько месяцев жизни. С тех пор прошло более 20 лет. Как Дарья Донцова смогла осилить недуг? Кто был рядом с ней в трудные времена? Почему искала жену для своего же мужа? С какой страшной трагедией сейчас столкнулась семья писательницы? Об этом и многом другом мы решили вам рассказать в нашем видео. Настоящее имя писательницы – Агриппина, так ее назвали в честь бабушки. А любовь к литературе ей передалась от отца, писателя Аркадия Васильева. Дарья выросла в творческой атмосфере, в их доме часто собирались известные люди, и поначалу ей казалось, что абсолютно все люди вокруг – писатели или актеры. Ее мама работала главным режиссером Москонцерта, и артисты к ним тоже захаживали. Еще до школы у Дарьи было две гувернантки – немка и француженка, и она с детства свободно владела иностранными языками, что ей очень пригодилось в будущем. Окончив факультет журналистики МГУ, Дарья поначалу работала в качестве переводчика, затем несколько лет была корреспондентом отдела информации газеты «Вечерняя Москва», а после рождения ребенка оставила журналистику и занялась частным репетиторством. Даша Донцова была замужем 3 раза. В первом браке она родила сына Аркадия, который на сегодняшний день уже давно и счастливо женат и порадовал маму внуком Никитой. Несмотря на рождение Аркаши, Дарья с супругом вскоре развелись. Второй брак также не оказался счастливым. В 1983 году Дарья вышла замуж за доктора психологических наук, профессора МГУ, академика Александра Ивановича Донцова. В этом браке в 1986 году родилась девочка Маша. Дочь уже давно выросла, окончила МГУ, вышла замуж и подарила родителям еще одного замечательного внука Мишу. Донцова – безумная любительница животных. Постоянно в доме проживает несколько собак и кошек, а также звери становятся непременными героями ее произведений. Особенно писательница обожает мопсов, их сейчас у Даши 4, а также с ними живут кот и черепашка. Жизнь Дарьи Донцовой кардинально изменилась после 45 лет. Когда она услышала слово «рак», у женщины потемнело в глазах, но опытные люди подсказали: не надо ехать за границу, идти к светилам, искать огромные суммы денег. Хирург должен быть тот, у кого эти операции поставлены на поток. Теперь такой же совет – идти к активно практикующим специалистам в обычный онкоцентр она дает другим, услышавшим тот же диагноз. И добавляет: рак не приговор, а иногда дверь в новую жизнь. У нее произошло именно так. Первое, о чем Донцова тогда подумала, было: а с кем же останутся дети, и кто будет заботиться о муже и о них? И она отправилась к ближайшей подруге, хирургу-эндокринологу Оксане Глот, с предложением стать женой ее мужа. А та в ответ порекомендовала заняться поисками хорошего врача. Оксана ни на минуту не сомневалась в том, что им вместе удастся одолеть недуг, и своей уверенностью она дала подруге стимул бороться. Во всем поддерживал и всегда был рядом в самые тяжелые минуты и муж писательницы Александр. Они остаются вместе уже почти 40 лет, и за это время он не дал супруге ни одного повода сомневаться в его любви и преданности. Дарья настолько доверяет и ему, и подруге, что они даже часто путешествуют вдвоем. Они оба обожают Мальдивы и Гоа. А писательница панически боится самолетов, и доктора категорически запрещают ей посещение жарких стран. По мнению Донцовой, секрет счастливой и продолжительной семейной жизни заключается в женском терпении, умении прощать, взаимном доверии и отсутствии ревности. В 1998 году, когда Донцова лежала в реанимации после 4-й операции и 18 курсов химиотерапии, муж принес ей ручку и тетрадь и предложил попробовать переключить свои мысли на творчество. В реанимации всего за 5 дней Донцова написала свой первый детективный роман, и это так ее увлекло, что потом ежедневно она писала по 15-25 страниц. За 10 лет Дарья опубликовала 100 романов, за 20 уже 180, и она попала в Книгу рекордов Гиннесса России как самый плодовитый автор. Многие высказывают сомнение в том, что один автор может создать такое количество произведений. Существует мнение, что под брендом «Дарья Донцова» трудится целый коллектив писателей, но сама Донцова отрицает это. В ее адрес также звучит немало критики по поводу эстетической ценности ее произведений, мол, все это примитивно и поставлено на поток.
Оставим в стороне эти дискуссии. У массовой литературы свои законы. К тому же в своем жанре иронического детектива Донцова действительно добилась немалых успехов. 3 раза ее признавали писателем года. Она дважды получала премию «Бестселлер года». Ее издания выходят миллионными тиражами. На протяжении нескольких лет Донцова занимала первое место в России среди авторов взрослой художественной литературы по суммарному годовому тиражу издаваемых книг. Ее романы, так же как и их многочисленные экранизации, все 20 лет пользуются у читателей и у зрителей неизменным успехом. По своим книгам Донцова написала сценарии для сериалов «Даша Васильева. Любительница частного сыска», Евлампия Романова «Следствие ведет дилетант», Виола Тараканова «В мире преступных страстей», Иван Подушкин «Джентльмен сыска». Писательница не устает повторять о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки и терять веру в лучшее. Она признается, что благодарна своему недугу за то, что он указал ей направление, в котором нужно двигаться дальше. Читатели часто называют ее романы таблетками от депрессии, а сама Донцова излучает столько света, оптимизма и жизнелюбия, что одним своим появлением на любом мероприятии делает погоду. А на вопрос о том, хотела ли она что-то изменить в своей жизни, отвечает, что исправила бы единственное – гораздо раньше пришла бы к вере и начала бы ходить в храм. Именно вера в Бога помогла ей преодолеть болезнь, уверена сама Дарья. В последние годы автор детективов выполняет очень важную миссию, занимается благотворительностью, помогает церкви, а недавно на канале «Спас» вышла ее программа «Я очень хочу жить», посвященная онкобольным людям. Она придумала программу, куда приходят люди, больные раком, либо уже поборовшие недуг. По сюжету герои делятся опытом и мотивируют таких же, как они, не ставить на дальнейшем пути крест. В феврале 2022 года писательница поделилась подробностями о заболевании мужа. Он неожиданно начал худеть. Это было в конце лета или в начале осени прошлого года. Я предложила мужу пройти гастро- и колоноскопию. В конце концов муж согласился и прошел обследование. Оказалось, что у него опухоль, рак кишечника 3-й стадии. Дарья рассказывала, что у мужа удалили часть кишечника. Опухоль была больших размеров и достигала 7 сантиметров. По словам Донцовой, ее мужу повезло, так как образование не дало метастаз, усугубляющих процесс лечения. Писательница сообщила, что ее муж перенес уже 9 курсов химиотерапии, 6 из которых были до операции. Сейчас Александру предстоит снова пройти данную процедуру. Сам Донцов не унывает и мыслит позитивно, веря в победу над болезнью. Донцова совершенно не стесняется своего возраста. После онкологических заболеваний Дарье назначили прием гормональных препаратов, от которых она стала прибавлять в весе. И тогда в ее жизни появились фитнес-клубы. И вот уже на протяжении 20 лет Дарья обязательно 3 раза в неделю занимается фитнесом под руководством тренера. Ее тренировка длится 3 часа. 2 из них – это жесткие упражнения с гантелями и штангой, и 1 час для растяжки мышц. Даша открыто призывает всех. Люди, занимайтесь спортом, каким угодно, хотя бы просто больше ходите и гуляйте. 3-этажный дом писательница строила 3 года. Дарья Аркадьевна построила его неподалеку от известной Жуковки, в элитном коттеджном поселке Шервуд. Дом создавали не только для удобства автора детективов и ее семьи, но и для ее любимых мопсов. На двери висит большая табличка «Мопс Хаус». Интерьеры наполнены различными изображениями, предметами мебели и вышивками с мопсами. Не секрет, что Донцова их давно коллекционирует. Дом состоит из множества комнат. На 1-м этаже расположилась кухня, гостиная, столовая, а также комната помощницы по хозяйству. На 2-м этаже – спальни Дарьи Донцовой и ее мужа, ванная комната, гардеробная, а также кабинет и библиотека. Весь 3-й этаж занимает большая гардеробная с ванной комнатой, а весь мансардный этаж отдан дочери Донцовой, хотя она чаще бывает в московской квартире, которая расположена в доме, принадлежавшем Союзу писателей, недалеко от станции метро «Аэропорт». Квартира небольшая, поэтому и было решено построить дом в Подмосковье, а квартиру оставить в наследство дочери Донцовой Маше или ее детям. Цена на дома в элитном поселке Шервуд достигают 300 миллионов рублей. Донцовы одними из первых купили участок в этом поселке и выстроили дом с нуля. Земля в данном поселке стоит в пределах 160 миллионов рублей. Сейчас на участке стоит большой дом, в котором живет Донцова с мужем и дочерью, и небольшой дом для сына. Друзья, давайте пожелаем семье писательницы крепкого здоровья, сильного духа и хорошего настроения.